Методы защиты при психотронной обработке от В.В. Ленского, автора книг «Садисты, мутанты». Заведите дома канареек. Так вы будете гарантированы от самовнушения и вовремя оповещаться о поступлении ядов. Кроме того, замажьте места выхода отопительных и канализации труб гипсом. На белом фоне проколы будут видны. Особенно следите за промежутком между стеной и трубой. Не ожидайте крупных дыр. Отверстия маленькие. Размер их равно такой, чтобы поместить ниппель. Аэрозоль поступает под давлением. Эти места в инструкциях СС указаны в первую очередь. Закрывайте пробками сливные отверстия в раковинах и ванной. Кроме того, промажьте стыки труб для слива. Канализация используется для подачи одной из составляющих тернарного или бинарного комплекса, так, что соседи от этого не страдают. Вы же получите в воздухе квартиры нужную компоненту. Задрайте вентиляционные каналы на кухне, в туалете и ванной наглухо. По инструкции сверлится отверстие там, где идет ваша вентиляционная труба. Аэрозоли тяжелых металлов опускаются вниз, в квартиру. Даже если струя воздуха идет вверх, замажьте, смежные с соседями, электрические розетки. Если кирпичная стена, то, по инструкции, сверлится отверстие под ваш плинтус. Замажьте герметично плинтусы со стороны смежных соседей. Заодно знайте, что полость под плинтусом идет по периметру. Поэтому, оборвите ее на уровне смежной стены. Замажьте отверстие сбоку. Если трубы холодной, горячей воды или газовая выходит к вам через стену соседей, то плотно накрутите вокруг трубы такой ком проволоки, чтобы сверление его было очевидным. Затем все промажьте белым герметиком или гипсом. Это нужно для контроля. На белом фоне маленькое отверстие становится видным. Следите за щелями, особенно в панельных домах. Шпаклюйте образовавшиеся щели. По инструкции рекомендуется образовывать щели. Колются они, обычно, с верхней квартиры там, где стыкуются панели стен, а бывает и потолка. Проветривайте квартиру струей воздуха так, чтобы его поток выталкивал содержащийся в комнате воздух насквозь, а не крутил его, как проветривают через форточку. Не держите постоянно окно или форточку открытой. По инструкции аэрозоль пускают по струе воздуха, и он втянется в вашу квартиру. Проветривайте неожиданно, не по графику. Изучите направление струи воздуха. Плотно заворачивайте продукты питания в непропускающие полиэтиленовые пакеты. Не слегка заворачивайте, а закручивайте так, чтобы исключить даже мизерное отверстие. Не рассчитывайте, что герметичности крышек кастрюль достаточно. Даже холодильник не создает хоть чуть-чуть достаточную герметичность. Смотрите на поверхность телевизора. На ее черном фоне ярко заметно распыление, как известью при побелке, когда в квартиру впрыскивают вирусы. Найдите тоненькое отверстие в потолке над телевизором. И, вообще, внимательно исследуйте потолок. Дырочки, просверленные СС, имеют ту характерную особенность, что при подаче под давлением аэрозоля, они образуют конусообразную форму. Не белите потолок твердой краской. Следите за запахами. Конечно, основная часть этой мерзости не имеет запаха, но в квартиры и в места собраний подают аэрозоль прикрытую. Например, для скрытия мышьяковистых соединений, подаваемых на кухню. Их прикрывают запахом жареной курицы. В туалете тяжелый металл могут прикрыть запахом курева. Средства для создания широкомасштабного угнетения, которые применяют по инструкции перед праздниками, или такими днями как 1 сентября, отличаются. Концепция по созданию ситуации предусматривает как массовое, так и выборочное использование химических аэрозолей. Впрочем, я уже говорил, что это белый порошок, без запаха и вкуса. Он хорошо растворяется в воде, поэтому часто перед сборищами в помещениях и залах им моют половина. Испарившись, он будет насыщать организм глубоко и постепенно. К выпитому на вечеринках в праздничные дни человек накачивается еще и ингаляционно. В организме начинается кислотное смещение, поэтому сухие вина, шампанские способствуют этому. Вообще я рекомендую есть очень много сырой капусты и арахиса. Поражаемый кишечник нуждается в витамине У, поэтому мутанты убрали его из аптек. Вскоре создается дефицит кальция. Самым интенсивным восстановителем является кальциопангомат. Он иначе называется витамин В15. Поэтому мутанты его тоже убрали из аптек. Кстати, относительно В15 интересно знать, что при исследовании его на крысах брали две группы. Крысам не давали спать, раздражали электрическим током, гоняли в бассейне с водой, морили голодом. Контрольная группа погибла, а те, которых подкармливали витамином В15, наоборот, окрепла. Итак,
Одним из средств в заслуге мутантов ученых являются электромагнитные воздействия. Понятно, почему убрали из аптек В-15. Геноцид не совершается только армией СС. Преступление мутантов заключается еще и в приспособлении всей системы социального организма под злодеяние. Не удивляйтесь, по документам для служебного пользования от центрального руководства расходятся нити до производителей стратегических средств, к которым относится и фармацевтика. Дефицит кальция ставит организм под удар. Во-первых, нарушается защитная система организма. Во-вторых, организм будет компенсировать это другими веществами, которые накачивают СС. В-третьих, организм становится электропроводным. Доведенный до такой степени насыщения средствами СС я называю электрическими людьми. Организм начинает чесаться, а затем чем дальше, тем больше покалывать. Если еще стоит электромагнитный преобразователь, то засыпать вы будете с таким ощущением, как будто лежите в стекловате. Или так, словно по вас ползают мурашки. Впрочем, ощущения разные. Ребенок в одной из семей город Коломны сравнил их с бегающими змейками. Огромные достижения получила радиобиология. Организм получает еще к тому же дозу облучения. Не удивляйтесь, облучение, равнозначное радиоактивным, создают некоторые электромагнитные, электрохимическим комплексом обрабатывают всех заключенных. Поэтому они в первую очередь поймут, о чем я пишу. Но вот, передо мной лежит документ, предписывающий накачки и тех, кто находится в камерах предварительного следствия. Осуждены, так сказать, без суда и следствия. Крепко осуждены. Это страшнее будущего срока наказания. Так как ингаляционное всасывание идет через легкие, то преимущественное насыщение происходит в грудной клетке. Сюда истекается электромагнитный поток изначально. Происходит стягивание перикарда. Понятно, откуда распространенные заключения. Сердечная недостаточность. От сокращения перикарда начинается чувство тревоги и беспричинной тоски. Ну а у взятых подозреваемых под следствие, это накладывается на естественные состояния. Конечно, медицина не дремлет и вам будут вешать лапшу на уши о нервных расстройствах. Я не был ни под следствием, ни в заключении, но весь этот ужас моторных состояний прошел. Один из моих знакомых, находящийся под обработкой, сказал: «Я сразу же предпочту смерть, чем дать себя в руки правосудия». Это говорит человек, который не способен совершить преступление, но он знает о преступлениях правоохранительных органов. Так, где же настоящие преступники? Итак, колет ли, жжет, чешется, или так словно кто-то волоском водит по голове или лицу, без электрохимической обработки здесь не обошлось. Все зависит от интенсивности накачки и места насыщения. Организм представляет теперь специализированную среду. На эту среду разработаны вирусы и бактерии. Например, если проснувшись ночью или рано утром, вы ощутите дрожание в грудной клетке, то не приписывайте это тонким космическим вибрациям. Только, что и где-то вы получили химическую подкормку. Вирусы, или пущенные от соседей, или уже прижившиеся в вас, активизируются. Ну, и добавьте к этому электрические поля. Это и есть основной комплекс выборочного поражения. Почему выборочного? Представьте, что кого-то накачали. Он находится на площади народного гуляния. Только на него будут стекать электромагнитные волны. Ему подурнеет, а другие ничего не почувствуют. Жертвы обычно не знают об этих преступлениях СС. Может оказаться это в небольшом обществе или даже в семье, когда один находится в моторном состоянии, а другой говорит: еле все одно и то же, а тебе плохо. Конечно, грош цена таким ближним и друзьям. Но бывает и так, что один из супругов изжигается электромагнитными разрушениями белков и радиационным поражением, а другой даже рядом в постели этого не чувствует. Как придумано мутантами. Гениально. Понимаете, какой шикарный набор придумали для вас ученые-мутанты. Полосы электромагнитных частот этого вида теперь примешивают везде и со спутников тоже, но есть и направленные генераторы. Они созданы так, что в вас происходит электромагнитная накачка. Впрочем, накачка может происходить от тех источников, о которых я только что писал. Поэтому назовем ее насыщение, в отличие от накачки. Например, в самолете или поезде вам вместе с кофе или с чаем подсыпают тот самый порошок. В свое время в самолетах и поездах прикреплялись специальные исполнители, как проводники или стюарды. Обосновали так, что это в связи с растущим террором и преступностью. Теперь это упростили, облегчили задачу, так сказать. В самолетах и поездах полоса частот более сильная, чем в быту. Тело ощутит сильный электрический разряд,
словно ударило током. В лагерях для заключенных это применяют перед утром, чтобы пробудить. На экспериментальных это свойство разряда применяют для вызвания раздражения и рефлексии отзыва. Так устанавливают с такими людьми контакт и дрессируют диалог. Если разряд высокой плотности, то может произойти шок. Человек может резко потерять ориентир. Так совершают планированные аварии во время езды выбранной жертвы на автомобиле. Итак, либо вас будут калечить долго, либо приговорят к смерти. Что это будет: авария, или сердечная недостаточность, или пузырьковая киста от вирусов? Это выбирают мутанты на свою радость. Особо помните, что вас никто не будет оповещать, или обвинять, или предупреждать. Итак, в больных странах, то есть там, где верх взяли мутанты, существует два вида тюрем. Один вид официальный, законный, так сказать, если не учитывать накачку заключенных. Другой, самый распространенный, всенародный. Он очень выгодный с позиции экономических затрат. Вы кормите не только сами себя, но и работаете на паразитов, которые вас же тайно калечат. Эта тюрьма обширнее законных тюрем не только по широте просторов Родины чудесной, но и по количеству приговоренных. Думаю, что вам теперь смешно будет слышать разглагольствование о применении смертной казни или нет. Кстати, это тоже ширма демократических завоеваний. Ровно так же, как смехоподобно смотрится дебат о презумпции невиновности. В квартирах крупных жилых домов для исполнения бандитизма существуют участковые представители спецслужб. В частных секторах и иных случаях, когда подступ к объекту для обработки людей труднодоступен, используются капсульные снаряды. Взрываются они хлопком. Впрочем, в квартирах тоже применяются стреляющие приспособления. При выстреле раздается характерный щелчок, словно кто-то стукнул твердым небольшим предметом о деревянную доску. Здесь применяются пистолеты. Для стрельбы на расстояние приспособления крупнее. Проникающую способность газа вы поймете, сравнив ее с курением. Скажем, на балконе. В квартиру все равно проникнет табачный дым. Проникающая способность средств для народа значительно выше. Разница только в том, что кроме звука, не будет ни цвета, ни запаха. Безусловно, это легко фиксирует прибор, но вы вряд ли имеете такие индикаторы. Обстреливают стены или окна с подветренной стороны. В безветрии будет еще хуже, так как все вокруг парят. По законам физики холодный воздух просачивается даже сквозь плотно закрытые окна. Газ активизируется в тепле. Обстрелу подлежат автомашины, если на стоянке к ней подойти заметно. Существуют еще капсулы. Они взрываются или от тепла, или так же, как вы включаете телевизор, то есть частотно. Их рассовывают заранее, под плинтусы, если есть щели, под холодильник, за радиаторы. Так подготавливают кабинеты и изолированные рабочие места.